Всем привет, с вами Лина, и сегодня поиграем в игру под названием Дети Плесени. Продолжим обучать нашу Иву, ведь она много чего еще не знает. Ну что, поехали. Ты закончила? Мы можем отправляться? Пожалуй, да. Ежевика, а это кто? Ты знаешь ведьму? Да, прошу, не страшитесь ее. Она никому не навредит. Больно надо. Меня сегодня обременяют неожиданные хлопоты, потому придется отлучиться. Но ты обещала рассказать об лекаре, который своровал у самой смерти рецепт черного молока. Ага, мы хотим послушать. Да, я подвела вас, простите. Но в следующий раз... Но ты говорила, что сегодня поведаешь. В прошлый раз-то ты то же самое и сказала. Точь-в-точь. Ну, пожалуйста. Кирфил, мы можем слегка задержаться? Разве могу я так подвести малышей? Ой, да черт с тобой, только быстрее. Ура! Ну, рассказывай. Благодарю. Итак, внимайте, мои нетерпеливые слушатели. Внимаем. Расскажу кратко, потому не возмущайтесь. Жил-был знахарь по имени Сердовек. И задумался как-то он узнать секрет смерти, от чего люди умирают и от чего каждый раз рождаются вновь. Решил он тогда отправиться к самой спящей смерти, в ее царство, где, как не там, хранятся ее тайны. Друзья дали ему в дорогу 3 пары деревянных сапог, 3 железных посоха и 3 каменных просфоры. На рассвете обратился он к солнцу. «Великое светило, символ возрождения, повелеваю, покажи мне путь в царство спящей владычицы». И ответило оно: «Покажу тебе путь, храбрый юноша. Следуй за мною в место, где был я погребен уже не 1000 раз». Последовал он за солнцем в сторону заката. 33 раза родилось оно, пока шел он. 3 сапог стоптал, 3 посоха сточил и все 3 булки сгрыз. И пришел он тогда в аккурат к закату, к большущей лисьей норе в земле. Видит, солнце в нору погружается. Он и за ним. Ого, там нора, ты слышал? Лисья нора. Шел он по темным тоннелям и слышал: «Ох, где же ты, дрожайшая сестрица, тьму приносящая? 100 лет следую за тобой по пятам, а никак не нагоню». Вдруг оказался ни с того ни с сего на лугу и видит, солнце встает. И тут схватили его огромные кроты размером с человека и повели куда-то. Пришли они в огромный золотой дворец к худощавой владычице. Герой не стал ждать и тут же вопросил: «Как тебя звать, хилая царица?» «Я владычица болезнь, а ты, чую, здесь совершенно не к месту. Что ж, раз здесь, будешь у меня слугой. Не служить я пришел. Знаю, зелье у тебя есть, что людей жизни лишает. Дай мне его, и я тебя больше не потревожу». «Ишь, какой нахал!» — возмутилась она. «Где твои манеры, юнец? Принес в мой дворец свой смрад и требуешь у царицы ее сокровища? А впрочем...» — вновь обратилась она к молодцу. «Помоги мне, поймай луну с ночного небосвода. Коль управишься за ночь, получишь склянку желанного зелья». И достала из-за пазухи заплесневевший сосуд. «А ежели не сдюжишь, отправишься восвояси таков». И согласился знахарь на столь манящее предложение. Не знал он еще, что лихая царица его обманула. Вышел он на закате в чисто поле, взяв с собой мешок в 3 версты и гарпун в 3 сажени. Принялся выжидать ночное светило. Раз засияла луна на небе, он приготовился было разить цель гарпуном, но только замахнулся, как услышал ее пронзительный шепот: «Не трогай меня, Сердовек, не вред научены нести твои искусные руки. Придет день, и воздастся тебе за милосердие». Не убивай, пощади луну. Чш, слушайте молча. Проявите уважение к рассказчице. Пощадил он луну и воротился к владычице с пустыми руками. В гневе была она. 3 дня и 3 ночи выла нутро земли, пока злая царица стращала знахаря пытками, что последует за его дерзновение. Ого! И когда владычица потянулась к нему костлявыми пальцами, дабы вытянуть душу, поднялось из земли красное солнце и засияло втрое сильнее обычного, слепя очи царицы и все ее свиты. Сердовек не растерялся, тут же бросился и выхватил у нее столь желанное зелье и побежал за убывающим солнцем
путем, дабы вернуться из подземного царства, неся на шее украденное сокровище. Вот сказочке и пришел конец. Благодарю за внимание. Здесь я вас покидаю. Спасибо. Завтра-то ждать тебя. Конечно. Куда вы без меня? Спрыгивает с бочки. Прости за задержку, но спасибо, что ее позволила. Хорошие сказки учат ребят правильным вещам. Веди. Покуда идет обучение, я в твоих руках. А с тобой можно? Нет. Идем в мою избушку. Начнем изучение ведьминых обрядов. Мы отправляемся в путь. Давай проверим, уложилось ли что-нибудь из вчерашнего в твоей голове. В смысле? Вперед. Вопрошай. Мы же идем до избушки. Ой, блин, я уже ничего не помню. Для чего сестрам полезны сивые слезы? Откуда берется в нас колдовская сила? Помнишь ведьмины румяна? Откуда берется в нас колдовская сила? Черпаем мы их из горящих колдовским огнем плодов. Подпитываем ими пламя внутри. Ибо в любом, кто рожден под звездой ворожбы, с младенчества искрятся угольки сего пламени. Ты очень точно передала сущность магии. Молодчина. А для чего сестрам полезны сивые слезы? Они очищают нутро от грязи, от червей и духов недобрых. Стоит употребить достаточное количество, как на душе становится легче, отчего колдовство крепчает, а тело непременно покидает любая отрава. Правильно. Но это не все свойства слез, так? Употребив большое их количество, можно избавиться от всего, что терзает твою душу и твое тело. Любая дрянь в этом случае бросает страдающее от боли тело. Молодец. Следующий вопрос. Помнишь ведьмины румяна? Конечно. Те, что красные, горящие чудным огнем изнутри. Правильно. Сколько тебе разрешено принять в первый раз? Что еще за задумчивость? Только попробуй меня забыть. Блин, а сколько можно? 10 штук? А одну? Не. Ах, хвала богам. Я была испугалась. В смысле, одну? Она же сказала, максимально там 10 можно. что Или такое. две? Что? Однозначно ты говорила об отсутствии эффекта от недостаточного количества ягод. И лишь помню, что много их употреблять запрещено. Следовательно, одна или две. Неверно? Прости, Я же говорила тебе помнить все слово в слово. Нет, ты ошиблась. Ошибка небольшая и вместе с тем совершенно непростительная. я старалась запомнить. Что такого сложного? Отложить в голове всего лишь 5 растений. Нет, это слишком грубо. Мало, значит, старалась. Мало. Прошу, не кричи. Дело в твоей же безопасности. В твоем добром здравии, о котором ты так сокрушалась вчера. Значит, все же две? 2? Съела бы 2, сразу бы сожгла себе нутро. Боги мои, это же чудовищно! Прости, конечно, за подробности. Но я не представляю, как иначе тебе объяснить цену ошибки. Нельзя новенькой есть больше одной румяны. Заруби это себе на носу. Но я помню, что так как она первый раз используется, ей только можно одну. А так максимально, я помню, было много. Но мне почему-то запомнилось как 10 либо 13, но это я прям, видимо, перегнула палочку. Зарубила? Не слишком ли я к ней строга? Столько криков, а есть ли прок? Но как иначе ее убедить? Она обязана знать все на зубок, иначе мы пропали. Кивает. Когда придет время, ты будешь рядом со мною? Защитишь от совершения непоправимой ошибки? Сделаю все, что мне позволено. Но ты должна запоминать еще усерднее. Если у тебя сейчас проблемы, что будет дальше? Мне еще о многом нужно тебе поведать, так что, пожалуйста, будь внимательнее. Не только твоя жизнь на кону. Вновь прошу простить худую мою память и дрожь в голосе. Слова тобой сказаны ужасают неимоверно. Но я уверена, в этот раз запомню, сомнениям больше места нет. Лишь так поборю я свои страхи. Пойдем? Вроде нет, теперь мы точно дойдем до хижины. Это же она? Да, это она, мы прям тут, уже здесь, на месте. Заходим внутрь. Вот, садись на скамью. Сегодня научу тебя простейшим рецептам. Угу. Так, сесть. Запоминаю. Да, не смотри на меня так. Выложить на стол необходимые для обрядов предметы. Достаточно будет поведать лишь о ведьминой пыли, но сперва можно кратко рассказать и о чем-нибудь еще. Рассказать о заговоренных косточках, рассказать и не маните. Давай манить. Видела когда-нибудь подобную вещь? Это медное колесо зовется монетой. Я читала о них. Отчеканено множество поколений тому назад. Никто не знает, каким образом талисманы эти использовались всемогущими предками. За это время она налилась колдовской силы и теперь помогает нам в ритуалах. Коснись, почувствуй этот леденящий огонь, мурашки по коже. Один из ритуалов я, пожалуй, тебе раскрою. Ритуал становления удачи, так вроде бы Лира его кличет. Взгляни на нее. Изучи каждую царапинку на ее ребре.
Запомни мерцающие переливы ее рельефа, запечатлей в памяти обе ее стороны. Подбрось в воздух и представь, как монета падает одной из них. Покуда твоя воля достаточно сильна, ты сможешь предвидеть выпавшую сторону загодя. Ежели получится предугадать результат 4 в ряд, преисполнишься удачей через край. В общем, замечательная вещица в хозяйстве. И только нам, ведьмам, она покорилась. Удача тебе явно пригодится. Могу дать эту драгоценность на пару дней, дабы ты получилось. Благодарю. Обязательно попробую исполнить ритуал. Право, удача мне сейчас необходима как никогда. Рассказать о заговоренных косточках. Иногда мы заговариваем косточку и режем на ней руны. Это может быть заговор на удачу, на любовь, на защиту от нечистой силы. Все можно на кости уместить. Боюсь и помыслить, где вы их берете. Можно попросить у могилки. У нее всегда за пазухой найдутся старые останки. Постой, жрица хранит при себе кости? Я пыталась ее отговорить, но едва ли она слушала. Она же у нас суеверная, никуда без своих оберегов. Она, должно быть, понимает нечто сокрытое от нас, будучи ближе к границе. Ты, кстати, такая же суеверная бестолочь. Всю носишь эту бесполезную мишуру, чтобы якобы от чего-то там злого глаза защититься. Не, просто скажем, может быть... Носить такую на себе надлежит неотрывно, коли уж хочешь получить желанный результат. Она обязательно должна касаться кожи, передавать тебе часть заговоренной силы, потому носят их обычно как ожерелье. Обременять шею омертвевшими останками отвратительно. На что не пойдешь ради воплощения в жизнь своих стремлений? Какие заговоры мы шепчем и как режем руны, поведаю позже. Процесс, я скажу, не из простых. Рассказать о ведьминой пыли. А это ведьмина пыль. Самая важная для нас субстанция, потому как используется почти в любых ритуалах. Готовится просто, жаль только слишком уж медленно. Высушиваем листья фавца, размалываем их, ступу можешь попросить у Лиры, добавляем соль, золу и растертую в муку кость. Человеческую, естественно. Кость, конечно, достать возможно. Например, попросить у могилки. У нее всегда за пазухой найдутся старые останки. Но на место костей берем с земли с сухого поля. Работает столь же эффективно. Наверное, потому что за годы напитана силой лежащих в ней костей. Все остается лишь засыпать в мешочек и потрясывать, нашептывая очень-очень нежно. Засыпай, трава сухая, отворяй у мертвых очи. Хворост соберу я утром и рассею пепел ночью. Мать природа покорится, в землю лезвие вонзится. Пыль лихая одурманит, кровь и горе ведьме явит. Опять что-то произошло? Кажется, запомнила. Но это сложно запомнить. Еще раз. Фавец, зола, соль и земля. Я это не запомню. Укладывается что-нибудь в голове? Едва ли. Опять? А ты ей один раз сказала, и она за один раз должна запомнить? Это не у всех получается. Господи. Ой, Кирфил, хватит. Что, прости? Прости, конечно, но для меня это совсем непросто. Стоит мне попытаться уложить в памяти очередной кусочек оккультного знания, ты тут же переходишь к следующему. Угу. Право, ты уже подвергаешь меня великому испытанию. Великое испытание? Это? Да это надо что ж запомнить, понимаешь? Вот ты с какого раза запомнил? С первого? Мне кажется, нет. Насколько же ты слаба? Неужто и впрямь не сдюжишь, как придет твой черед? Пойми и ты меня, я обязана выучить тебя всему, а если ты не справишься, вся вина ляжет на мои плечи. Постараюсь. Да, решительный настрой как рукой сняло. Пожалуй, пора рассказать себе, как этой самой ведьминой пылью пользоваться. Готова внимать? В первую очередь следует поведать о прорицании. Остальное могу пояснить позже. Пора тебе узнать о пророчествах. Колдовская пыль приоткрывает нам завесу судьбы и показывает, что грядет в жизни конкретной души. Для ворожбы нужно лишь иметь сосуд с чистой водой. Горшок, кувшин или ведро – все сгодится. Прежде чем начать, вода должна иметь частицу того, чью судьбу мы пытаемся пророчить. Достаточно лишь капли слюны, крови или пота, неважно. Главное, что образуется незримая связь, которая... Прошу, останавливайся хоть иногда. Уж прости, конечно, но этого мы себе позволить не можем. Боги мои. Для начала ты силой бросаешь горсть пыли на поверхность воды. Небольшую. Не стоит всю гладь пылью застилать. При этом проговаривай тихонько. «Мать-Земля, отвори предо мной чужую судьбу. Хозяин воды, пусть звезды нашепчут мне волю твою». Для начала тебе этого хватит. Подождать. Нашепчут мне волю твою. Пусть нашепчут мне волю твою.
Повторить. Мать-Земля, отвори предо мной чужую судьбу. Хозяин воды, пусть звезды нашепчут мне волю твою. Кивает. Продолжить. Здесь начинается самая сложная часть. Ежели сделано умеючи, боги явят тебе судьбу избранного человека, заставив пыль упасть особым образом. Тебе нужно истолковать получившуюся форму. Пока научу только простейшим интерпретациям. Тут легче показать, нежели чем объяснить. Гляди на поверхность. Попробую изобразить эти фигуры. Показать россыпь. Этот вариант, множество отдельных пятен без каких-либо конкретных очертаний, зовется россыпью. Означает, что вскоре можно ждать щедрых даров судьбы, богатого урожая, успешной охоты. Все, что необходимо, будет в избытке. Широкая россыпь гарантирует невиданные богатства. Но если россыпь состоит из больших комьев, значит, откусишь больше, чем сможешь проживать. А потому жди беды от нежданно явившихся благ. Активно кивает. Показать маску. Эта фигура — маска. Это любое большое пятно, что хотя бы относительно круглое. Маска — двоякая фигура. Прямо как твоя, до сих пор неизвестно, что ты укрываешь. Быть может, чудовищные красы шрамы? Милейшее личико на всем белом свете. Такое, что аж лунам завидуется. Вероятно, так и есть. Прошу простить мою надменность. Пора смириться. Не дано тебе увидеть, что сокрыто под маской. Лишь рога, венчающие лоб, позволят мне открыть лицо солнечному свету. Явить его сейчас для меня деяние столь же безрассудное, что и, к примеру, проглотить дюжину румян разом. Так, я надеюсь, ясно? Как скажешь. Итак, маска. Она говорит о некой тайне, которая вскоре будет раскрыта и приведет к необратимым переменам. Дыры на маске — очи. Чем больше их смотрят, тем больше людей они знают. Чем шире они глядят, тем страшнее правда. Одновременно с этим маска может означать начало нового этапа жизни. Быть может, расставание со своей парой, ранняя мена для себя или близких. Об этом свидетельствует малое число крохотных по размеру глаз. По форме маски и положению глаз судят о том, как скоро произойдут эти страшные перемены. Такую маску зовут «очи мертвеца». Продолжим. Запомнила или снова будем ждать? Не стоит. Здесь все элементарно, потому продолжай. Ну-ну. Показать змея. Это простейшая фигура змей. Очевидно, это вытянутое пятно. Пророчит скорую беду, притом неизбежную. Чем меньше пятен кругом, тем страшнее беда. Чем он длиннее и извилистей, тем труднее будет от нее оправиться. Страшнее всего, когда на поверхности оказывается один лишь змей. Так боги дают понять, что бросают человека на произвол судьбы за его деяния, а потому впереди ждет лишь крах всех надежд и мечтаний. Боюсь, будто навлеку на себя подобную участь. Ты делаешь все правильно. За что тебя так наказывать? Если я отступлюсь, или, что хуже, если я в этот самый момент совершаю непоправимую ошибку, находясь здесь. Но нет, сомневаться сейчас уже поздно. Прекращай сомневаться, уже не впервой откликаешься на ерунду. Нет, не судьба ли направила тебя сюда? Всех хитросплетений судьбы нам, к сожалению, не дано понять. И все же, полагаю, ты права. Вновь меня обуял порыв сомнений. Прошу прощения. Когда же это прекратится? Что ж, тогда продолжим. Показать кольцо. Отдельным вариантом змея является змей, кусающий себя за хвост, то есть кольцо. Это как раз благое знамение. Означает, что за порогом непременно ожидает удача. Если кольцо неровное, значит, также впереди ждут трудности, что потребуется преодолеть, дабы достичь успеха. И точно так же, чем меньше вокруг пятен, тем значительнее успех. Замечательное знамение, ибо жизнь — кольцо, а у кольца нет конца. Едва ли столь уж замечательное. По опыту скажу, лишь один из нескольких дюжин удостаивается подобной почести владык. Какие же знамения случаются неспосланы нам чаще других? Дурные, Ива, дурные. Прямо как в случае со мной. Почему так выходит? Как вышло, что нас преследует злая судьба? Быть может, отец памяти благоволит ведьмам и разгневан подобным к нам отношениям? Вот и портит судьбу любому, кто полон мерзких предубеждений. Таких сейчас каждый второй. Мне видится, что даже сам владыка Вод не в силе менять путь человека. Эта нить натянута до рождения и всегда остается на месте в ходе цикла метемпсихоза. Видится? То есть на самом деле ты не знаешь? Все, отвлеклись на ерунду, пора продолжать. Рассказать про сглаз. Знаешь ли, некоторые из тех побрякушек, что ты надевала, страшась моей якобы злой воли, созданы, чтобы защищать от сглаза. Каждому известно, дурной глаз ранит страшнее острого копья.
Какая же ты суеверная бестолочь все-таки. С глазом дурят таких, как ты, на обмен бестолковых погремушек. Не, грубо как-то. С глаз сказки, придуманные, дабы очернить наше сестринство. Подобный бред только пробуждает народ от нас отворачиваться. Думала, им только малышню стращают. А оказалось, сама владычица такому учит. Ей это ведомо, сомнений нет. Артефакты сии хранились в моей келье десятки зим, и носила их я в ходе многих циклов. Быть может, в веках потерялся истинный замысел их Созидателя, или с глаз, как талант ворожей, канул в лету. Пора бы этим сказкам уже кануть в лету. Сколько поколений живем, и этот бред все еще ходит по головам. Лично мне тяжело поверить, будто дурной глаз лишь байка простецов. Однако я понимаю твою фрустрацию. Сколько еще таких вот вымыслов появится, когда наш круг исчезнет? Найдутся же дурни, кто навыдумывает чепухи. Может, наши кости с годами разойдутся на магические брелки? Череп последней ведьмы. Как звучит. И мои костяшки тоже будут болтаться у кого-то на шее. Что же, со сглазом, надеюсь, все понятно. Рассказать о проклятиях. Расскажу о проклятиях. Эта вещь довольно обыденная. Ведьмы как накладывают, так и снимают их. Это мне известно. Чаще всего, конечно, нас просят их развеять, когда какой-нибудь бездарь силится проклясть своих недругов и сооружает жалкую пародию настоящего алтаря. Едва ли это вообще эффективно, но в любом случае неприятно. Можно меньше бесполезных деталей? А можно меньше перебивать? Продолжай. Ладно, вот ритуал проклятия. Мы разжигаем смолистые благовония, очищаем длани особым маслом и режем маленькую ярку или ягненка на усладу духом. Запомни, в молодой кровушке сила. Главное, нацедить ее побольше. Желательно намазать ладони. Можно и лицо. Духи, как почуют молодую кровь вперемешку с ладаном, вмиг обомлеют и на все пойдут ради нас. Тут мы и велим им травить неугодную душу. Очень просто. Кровь, масла и ладан. Все, что нужно для обряда. Чтобы дух не прекращал, мы кладем свежие внутренности на порог дома того бедолаги. Или под окно. Лучше, конечно, и туда, и туда. Мерзость. Нет. Мерзость — это когда тебе велят снять проклятие. Когда очередной дурень вдруг... Сколь же много в тебе ненависти к соседям. Проигнорировать. В общем, рассеяв проклятие, тебе придется собственноручно похоронить внутренности, гниющие на пороге и облепленные личинками. Да, и без перчаток. Заговоры и подробности расскажу позже. Пока нам хватит. Действительно, хватит. Ой, похоже, меня сейчас... Тихо, аккуратно. Ушло, кажется. Замечательно. Перейдем к следующей теме. Нам еще многое предстоит сегодня узнать. Научения продолжаются до самого вечера. Давай все же проверим, отложилось ли что-нибудь в твоей памяти. О, нет! Не! Я к такому не готова. Она кивает. Я должна быть строга, иначе Ива никогда не поймет, какая на нас лежит ответственность. Маска, расскажи мне об этом знамении. Маска знаменует начало новой жизни. Великую потерю, значительные перемены, либо обретение нового тела. Все отверстия в ней — глаза. Это лишь одна из интерпретаций, а другая? Ой, только давай без этого. Я не запомнила. О, боги мои, что мне с тобой делать? Извини, право, я старалась. Но сей обширный массив оккультного знания я просто не в состоянии заучить в столь короткий срок. Какая же бестолочь свалилась мне на шею. Уже ли отец мудрости задумал испытать мою терпеливость? О, боюсь, я не справлюсь. Не гневись. Что ж, здесь мне все ясно. Следующий вопрос. Из чего готовится ведьмина пыль? Серьезно? Прости, я не справляюсь. Молотый фавец, зола, соль и земля. Уже ли так сложно запомнить? Быть может, мне поистине чужд путь ворожей. Ой, Отец мудрости дарует шанс осознать ошибку и вернуться на верную тропу. это в тебе говорит страх неизвестного. Духи нашептывают чепуху, пытаясь исковеркать твою судьбу. Это может быть и благое знамение владыки вод. Может же, да? Как мне не совершить непоправимой ошибки? Кому прислушаться? Промолчать. Блин, продолжим? Помнишь, как использовать монету? Следует потереть ее, дабы обрести благосклонность владык? Понятно. В голове одна каша. Мы пропали. Пора забиться в медвежью нору и ждать закономерного конца. Ну, из тебя училка ужасная. А что это за чушь? Если не знаешь, так и скажи. Прошу прощения. Блин. Полагаю, некоторые факты спутались. О, вспомнила! Предугадывая сторону брошенной монеты, можно снискать удачу. Неужели? Ха,
Выходит, конец света отменяется. Верно. Все же что-то в твоей головке так укладывается. Молодец. Идем дальше. Ты ведь понимаешь, что из тебя никчемной ученицы нет? Ты ведь понимаешь, что тебе нужно лучше стараться? Ты, должно быть, считала, что я буду впитывать знания, будто шерстяное волокно в воду? Отнюдь. Ты просишь слишком многого. Все делаю не так. Да, я требую с тебя немало, но все это слишком важно, как ты не понимаешь. И я не потерплю никаких отговорок. Хотя я и приближена к богам по праву рождения, мои возможности не безграничны. Ты велишь запоминать, но на подобное я, увы, не способна. Никто не способен. Я повторяла все по несколько раз. Этого недостаточно? Нет! Ты же видишь, как мне тяжело. Протяни же руку помощи. Повтори хоть кроху своих откровений. Хорошо, пожалуй, я и впрямь была слишком строга. Поклянись небесами, что поможешь в дальнейшем обучении. Поклянись, что не станешь судить столь строго. Клянусь небесами, я не стану. Тебе следует понимать, коли облака нашепчут мне о твоем обмане, я в момент забуду собственные обещания и покину ведьм навсегда. Видит земля, я не желаю подобного исхода. Ишь, почувствовала силу. Понимаешь, что нам без тебя никуда. Благо, хоть не шантажируешь. Правильно. Иного я и не ждала. У меня есть шанс навсегда испортить отношение Ой. к ведьмам у еще одной Не ту кнопку владычицы. нажала. На подобный риск сердечко, конечно, отзывается бессвязным трепетом. Поскорее бы это закончилось. По правде сказать, я пошла наперекор воле матушки. Ей известно, что я покидала келью. Бляха-муха, только этого нам не хватало. О, ничего себе слова говоришь. Она грозит запереть ставни и лишить меня радости солнечного света, стоит мне вновь ослушаться. Оттого и трудно мне было уделить больше внимания твоим научениям. Радуйся, пока научения закончены. Этого должно быть достаточно для твоей завтрашней инициации. Посвящение завтра? О, владыки благие! Мне до сей поры ничего не известно об обряде. Об инициации не следует знать загодя. Туда ты отправишься с чистым сердцем и в полном неведении. Боги мои! Помнится, у самой сердце вырывалось наружу от ужаса, как из клетки спасалась. Но если уж я, хворая ветошь, пережила инициацию, то и ты справишься. Владыки, защитите. До завтрашней ночи ничего не ешь. Лишь пей парное молоко. Сегодня выспись, а на завтра ложиться не смей. Жди моего прихода. Кивает. Могилка проведет тебя в чащобу. Что? А, да, служительница. Разумеется. Удивительно. Давича была властная наследница. Теперь от нее не осталось и следа. Ты мне напоминаешь росток полыни. Такая же вечно горькая и испуганная. Что за сравнение? Мне не по нраву подобное. Ничего общего в нас нет. Нет же? Как скажешь, девочка Полынь. Хватит! Ничего смешного. И нисколько я не похожа. Может быть. Керфил, мне ныне поистине страшно. Взгляни, как дрожат персты. 2 ночи до Успения. Каждой ведьме сейчас страшно. Понимаю. Темнейшая ночь уже столь близка. Остается лишь идти до конца, да? Именно так. Сомнения вон. Оставляем только решимость. Сомнения вон. Вот так вот. Ну, опа, обряды. Завершить главу 6. Поздравляем нас. Поздравляем. Мы переходим к главе 7. Перерождение. У-у-у! Наконец-то. О, что-то новое. Собирай хворост, сестра. Предлагаю пока на этом закончить. Большое спасибо, что досмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно тебе понравилось, так что в следующей серии мы обязательно с тобой увидимся. И пока-пока-пока.